Есть в модельном ряду компании Mitsubishi такой Jeep Endeavour. Интересная модель с мотором V6 3,8 литра и, конечно, полным приводом. И вот поиск запчастей на эту модель меня побудил создать это видео. Вообще, делая свапы на полный привод, приходится совмещать различные узлы с различных моделей, чтобы добиться желаемого результата. Всем привет, меня зовут Сергей Нео, и вы на канале Не Ноль. Сегодня я хочу рассказать о самом важном узле любой полноприводной машине – это раздатки. Что такое трансфер, какие узлы можно усилить, какие запчасти можно переставить в этом конструкторе. Речь пойдет о раздатках большинства автомобилей Mitsubishi и их аналогов с поперечным расположением мотора, такие как Mitsubishi Lancer Evolution, с 1 по 9 поколение RVR, AirTrack, Galant, Diamant, Outlander и DSM первых поколений, конечно же, Eclipse. Для всех есть свои секреты, я ими делюсь, а вы же поддержите канал материально в разделе спонсорства, с вас по копейке, а в целом сделаем хорошее, доброе дело. Конечно, подписывайтесь на канал, потому что если выйдет какое-то дополнение к этому видео с более объективной и дополненной информацией, ссылка на него будет размещена здесь, ну и в описании внизу под видео. Так что подписывайтесь и не переключайтесь. Дальше будет довольно-таки интересная информация. С того времени, как догадались развернуть классический продольный мотор поперек, началась эра переднеприводных машин. Такое размещение мотора и трансмиссии позволило автопроизводителям сэкономить много денег. Оно более компактное и позволило упростить очень сильно заднюю подвеску. Но создание полноприводных машин из переднеприводных привело к появлению вот такого узла. Это трансфер, раздатка или угловой редуктор. И его задача передать момент из поперечной плоскости вращения трансмиссии в продольную плоскость вращения карданного вала на заднюю ось. Раздатка – это, по сути дела, такой же угловой редуктор, как на задней оси, и в нем установлена гипоидная пара, которая передает момент из поперечного вращения в продольное. И в большинстве случаев раздатка является повышающим редуктором. На один оборот входного вала происходит несколько оборотов выходного вала. Соотношение зубьев ведущей шестерни к ведомой называется передаточным числом. В старых раздатках DSM оно ближе к единице, 1,074, 1,090. В новых раздатках после 2000 года оно где-то в районе 3, 3,307, 3,312 самое распространенное передаточное число. Первый узел, который раньше стоял в коробке передач, и выглядел он вот так вот, теперь находится в трансфере. Это дифференциал передней оси. Его функция развязать колеса при движении по угловой траектории в повороте. Соответственно, внешние колеса по длинной траектории проходят больший путь, внутренние колеса проходят меньший путь. И, соответственно, дифференциал компенсирует эту разницу угловых скоростей. Этих передних дифференциалов существует множество видов, как открытые, свободные, так и с блокировками. Самыми распространенные являются блокировки от EVO 9, EVO 6. Это червячные блокировки. А на предыдущих поколениях этот дифференциал стоял в коробке, вот как этот открытый дифференциал, так и более редкий, вот такой с блокировкой передней оси, так называемый дифференциал от EVO 3, который мы впоследствии тоже откроем. От атмосферных версий дифференциал намного меньше, но устроен он абсолютно так же. Это открытый дифференциал от атмо-версии Галанта. Внутри та самая редкая блокировка от EVO 3 выглядит вот так. Это набор фрикционов в вискогеле. В общем-то, как и любые вискоблокировки, выглядят одинаково. То есть пары фрикционов в вискогеле. Вот так выглядит редкая EVO 3 блокировка. Блокировка от Evolution, от 7-9, она представляет собой торсон. Это набор сателлитов, вращающийся вокруг оси. И он также позволяет передавать момент при проскальзывании одного колеса, передавать его на другое и, соответственно, выравнивать движение. Это, конечно, не внедорожная блокировка, но она позволяет очень хорошо скорректировать движение машины и также
передать момент при старте, равномерный момент на все колеса. Чтобы отличить два дифференциала, две раздатки, в какой стоит какая блокировка и стоит ли вообще, достаточно посмотреть лишь в просвет, куда вставляется промвалы. Соответственно, если есть перегородка от дифференциала, вот эта перегородка от свободного дифференциала, то этот дифференциал открытый, без блокировки. Если такой перегородки нет, сквозной отверстия насквозь, то это, скорее всего, торсон, червячная блокировка от EVO. Есть также передняя блокировка от Ralliart, она дисковая, но, к сожалению, у меня ее в наличии нет, показать не могу. Второй узел, который перекочевал из коробки передач в трансфер, это блокировка межосевого дифференциала. Это, пожалуй, весь полный привод в одном узле. Его функция при возникновении разности движения передней и задней оси заблокировать дифференциал и, соответственно, выровнять вращение обоих осей, то есть привести их к постоянному одинаковому вращению. Так называемый полный привод 50 на 50. Заводскими блокировками являются вискомуфта, вот такая, как в первых поколениях DSM, до условно 2000 года, и после вот такая вискомуфта в трансфере. Также активный центральный дифференциал, так называемый АЦД, состоящий вот из набора фрикционов, как в автоматической коробке передач, и гидравлического насоса, поршня, который давит на этот пакет фрикционов и блокирует между собой переднюю и заднюю ось. В вискомуфте находится вискогель, который при возникновении разницы вращений осей нагревается и твердеет. Соответственно, также блокирует эти оси между собой и выравнивает момент. Это сам дифференциал межосевой, который находится в коробках DSM, и вот вискомуфта установлена на нем. Это дифференциал из новых коробок EVO. Соответственно, это шестиступ, это межосевой дифференциал, который находится в коробке, и на него уже переходит через корпус переднего дифференциала на муфту через шлицы все движение. Вот такой вот сэндвич получается в результате. АЦД устроен абсолютно так же, только моментом и степенью блокировки управляет контроллер АЦД. Контроллер АЦД – это отдельный блок, к нему подводятся сигналы с датчиков вращения колес, это те же датчики АБС, с датчики положения руля и с датчиков бокового и продольного ускорения. По этим сигналам он формирует по своей программе, в зависимости от режима выбранной механической блокировки, то есть это гравий, снег или асфальт на Evolution, он формирует режимы работы вот электронного этого активного дифференциала и, соответственно, позволяет либо ему цепляться полностью, либо с какими-то пробуксовками, соответственно, корректировать распределение момента между осями. Кстати, в Outlander XL таких блокировок нет. У него полный привод совсем современный, то есть от слова отсутствующий. То есть у него подключается задняя ось посредством электромуфты, находящейся перед задним редуктором, и, соответственно, дифференциал межосевой как таковой заблокирован всегда. И поэтому мне для тюнинга такая раздатка неинтересна от слова совсем. В поколении DSM блокировка вискомуфта и сам центральный дифференциал находится в коробке, но по принципу действия сама вискомуфта абсолютно такая же, как и на его последователе. Пишите в комментариях, что еще вам интересно узнать об узлах автомобиля, а также, чтобы вы добавили к моему рассказу для его объективности и полноты. Старый корпус углового редуктора был частично выполнен из чугуна, то есть то место, где у него стоит гипоидная пара, самое ответственное, оно выполнено в чугунном корпусе. Вот дальше идет алюминиевая часть. И эта раздатка всегда была крайне надежным узлом. Корпуса DSM раздаток отличались друг от друга автоматной от механики, только вот этим вылетом ушей. На автоматной они далеко, на механике они стоят ближе. Современные корпуса раздаток из-за набора новых компонентов стали намного больше и сделаны целиком из алюминия. Начало 2000-х, конструктив корпуса с нижним расположением хвостовика, затем все раздатки пошли с верхним расположением этого хвостовика. Эта разница стоит в месте обхода подрамника. Эти раздатки обходят подрамник снизу, где стоит подрамник,
а, соответственно, эти раздатки обходят подрамник сверху. Подрамник остается рулевой рейкой внизу. Внутри некоторых раздаток находится радиатор, теплообменник. И вполне логично было бы предположить, что это корпус EVO, раздатки с ее мощностью. Но нет, это раздатка Outlander или Endeavour, совсем овощной машины. Непонятно для чего. Тут такой функционал, скорее всего, для подогрева масла для холодных стран. Корпуса раздаток в зависимости от типа блокировки имеют разные крышки. Соответственно, на раздатках с АЦД крышка вот такая. Она состоит из двух частей. В одном поршни АЦД, в другом фрикционы. Ну и, соответственно, полая крышка от раздатки с вискомуфтой. Обе эти крышки являются силовым узлом. Внутри стоит подшипник, на котором опирается дифференциал. В АЦД также вот опорный подшипник стоит в основании крышки. У Endeavour и у Atmo версий Галантов и AirTrack'ов крышка ниже. Это связано с тем, что там стоит более низкая вискомуфта. Вот вискомуфта от Endeavour, вот вискомуфта от Evolution или AirTrack. Ну, соответственно, вот атмосферная вискомуфта, такая же по высоте, как и Endeavour'овская. Разница в крышках имеет большое значение при установке, например, на блоке V6 при свапе полного привода, при переделке на полный привод, потому что у блока V6 есть развал, и, соответственно, например, блокировка раздатки АЦД частенько упираются в какие-то отливки на этом блоке, их приходится подрезать, если это возможно. Раздатки без АЦД на вискомуфте, они более пологие, имеют больший угол и, соответственно, занимают меньше места. Крышка раздатки является местом фиксации всего механизма. В ней установлен опорный подшипник. На нее действуют большие нагрузки от гипоидной пары, то есть на высоконагруженных машинах гипоидная пара стремится разжать корпус раздатки и, соответственно, выдавить эту крышку, раздавить. Усилить этот узел можно, поменяв болты М8, которые стоят в оригинале, такие тоненькие, на болты М10. Для этого в посадочные места сверлятся новые отверстия сверлом 8,7 и, соответственно, нарезается потом резьба мечиком 10.1.25 под новые болты. Вот такой размер новых болтов. Соответственно, эта крышка сидит более надежно. То же самое подходит под крышку АЦД. Отличительная особенность крышек от Evolution в том, что на них расположено крепление кожуха, защитного кожуха, который закрывает трипод привода, что не часто встретишь на крышках других машин. Соответственно, вот Диаманда, AirTrack, VR4, RVR и других. В зависимости от расположения выхода на кардан, нижнее расположение или верхнее, внутри раздатки установлена разная гипоидная пара. Соответственно, отличаются они направлением шлицов. Одни вправо, другие влево. Также у них разный размер шлицов. То есть на EVO 7.9 более мощные шлицы, вот визуально видно, чем у AirTrack при одинаковом наклоне в одну сторону, потому что это обе раздатки с верхним расположением хвостовика. Ну и, соответственно, у VR4, у RVR, ну и у всех раздаток с нижним расположением хвостовика шлицы такие же примерно, как на AirTrack. И они более маленькие, чем на EVO. Также передаточное число шлицов в AirTrack с верхним расположением хвостовика и VR4 с нижним положением хвостовика, оно одинаковое, 3.312, а у EVO 3.307. То есть его большие шлицы на гипоидные пары и дают другое передаточное число, 3.307. Это более мощная пара. Разный наклон зубьев в гипоидных парах обусловлен тем, что сами коробки передач одинаковые, валы карданный и выходной дифференциала коробки крутятся в одну сторону, и в зависимости от расположения пятна контакта верхним или нижним, для того, чтобы выходной вал крутился в одну сторону, соответственно, сделали шлицы, направленные в разные стороны. Вот такая вот заморочка для реализации этого узла. DSM раздатки
в принципе, все одинаковые, отличаются лишь только с двумя парами под число 1.074, которое больше распространено в американских моделях, и по числу 1.090, которое распространено в японских моделях, соответственно, которые на выходе дают разное передаточное число редуктора. Учитывая, что передаточное число задается в коробке теперь в старых моделях, соответственно, надо подбирать правильное соотношение финальной пары коробки и правильное соотношение пары в раздатке, чтобы получить правильное соотношение передаточного числа в заднем редукторе. Распространяйте это видео на форумах моделей. Я думаю, местные гуру найдут всегда, что добавить в мой рассказ, и, соответственно, мы вместе выпустим самое полноценное руководство по раздаткам. Ведомая шестерня является частью выходного вала раздатки. Соответственно, находится вот в таком хвостовике. В этом хвостовике стоят опорные подшипники и сальники. Так же, как и сами пары, шлицевая под установку кардана имеет разные диаметры. В основном раздатки с верхним расположением хвостовика имеют более мощную посадку, вот такая шлицевая часть, а раздатки с нижним расположением хвостовика, а также старые DSM раздатки имеют одинаковый выход, более тонкий. Вот раздатка DSM, вот раздатка EVO 6, абсолютно одинаковые. И, соответственно, вот насколько разница между этими диаметрами у новой раздатки с верхним расположением. Соответственно, кардан у них разный. Точнее, не весь кардан, а лишь первая часть кардана, та, которая вставляется в раздатку. Она может быть изменена, и, соответственно, будет разный кардан под разные раздатки. Посадка хвостовика в корпус самой раздатки на трансферах с верхним расположением и с нижним также отличается. На трансферах с верхним расположением хвостовика посадка 87 мм, на трансферах с нижним расположением хвостовика посадка примерно 89 мм. Соответственно, никакие из этих частей не стыкуются со старыми DSM раздатками. У нее хвостовик свой, абсолютно другой конструкции. Крутящий момент через передний дифференциал должен передаваться на колеса. Классически для передних приводных машин передние привода вставлялись через внутренние гранаты непосредственно в коробку передач, а отдельный вал из полноприводной коробки крутил раздатку. Так в DSM-коробках во всех было сделано, потому что дифференциал передней оси был в коробке. Теперь дифференциал находится в раздатке, и для того, чтобы соединить привод, в народе часто шрус, в раздатку нужны промежуточные валы. То есть вал, который проходит через корпус коробки передач, соответственно, через межосевой дифференциал, затем заходит в передний дифференциал с одной стороны, и с другой стороны короткий промвал через верхнюю крышку трансфера проходит также до переднего дифференциала. И, соответственно, вот на открытом дифференциале это очень хорошо видно. Вот один вал, вот второй вал. Учитывая, что высот, то есть толщин у раздаток получилось очень много, а версии с разными дифференциалами добавили еще количество вариантов. Производители наконец-то сделали универсальные по посадке внутреннюю гранату. И еще бы триподы в этих гранатах сделали одинаковыми, было вообще хорошо. Ну, как универсальную? С 10 века опять диаметр промвалов и гранат стал несовместим с предыдущими, но в рамках наших раздаток этот диаметр один и тот же, как и количество шлицов. То есть промвалы всех предыдущих поколений имеют одинаковое количество шлицов, они отличаются только по длине. Соответственно, есть правые промвалы и левые промвалы. Длинный промвал проходит сквозь корпус коробки передач и выходит в трансфер в передний дифференциал. Короткие промвалы заходят тоже напрямую в раздатку и соединяются с передним дифференциалом. Все короткие промвалы имеют одинаковую длину, кроме эндеворовского. Эндеворовский отличается. Ну, соответственно, также овощной промвал от Atmo-версий, он такой же по длине, как эндеворовский, но при этом отличается по диаметру. То есть у него посадочное место в дифференциал уже, чем у всех остальных современных дифференциалов. Это связано с тем, что сам дифференциал у Atmo-версии намного меньше. Соответственно, как и все остальные шлицы. А так, в целом, они все одинаковой длины.
все промвалы имеют посадку под сальник для того, чтобы предотвратить вытекание масла из раздатки и из коробки передач. Соответственно, длинные промвалы также отличаются. У Endeavour свой размер, самый длинный 290 мм. Потом идет промвал от АКПП версий, он 285 мм. И, соответственно, от Mechanic самый короткий, он 280 мм. Соответственно, заменить промвалы от Mechanic, от автомата возможно, потому что в части, где они садятся в дифференциал, они одинаковые. И дальше различие только в месте, где стоит посадка под внутреннюю гранату. Соответственно, если отрезать длинный промвал по месту, где стоит сейчас фиксирующее кольцо, и пропилить новые канавки под новое кольцо, то получится промвал от Mechanic. Вот такой вот лайфхак. Вытаскивается промвал посредством обратного молотка. У него здесь в основании сделан шлицы. Ну вот можно сделать такой сварной болтосвар. Он вкручивается в промвал. И, соответственно, обратным движением сдергивается из коробки передач. Притом в алгоритме съема раздатки с коробки передач этот промвал длинный из коробки передач должен быть вытащен обязательно. То есть снять раздатку, конечно, можно выдернуть, но это будет очень жестоко. То есть первым надо снять привод, потом вытащить этот длинный промвал. Короткий промвал можно оставить в раздатке и снять раздатку в сборе с коротким промвалом. Для того, чтобы вся эта конструкция работала, ее надо смазывать. И тут фантазия конструкторов пошла еще дальше. Они засунули в один корпус этого агрегата 2, а иногда и 3 масла. В старых угловых редукторах DSM масло было одно, и оно смазывало только гипоидную пару и опорные подшипники. В новых пару и подшипники смазывает масло спецификации GL5, а вот передний дифференциал смазывается маслом из коробки передач. Оно подается через полый вал центрального дифференциала и длинный промвал и выходит через канал в крышке раздатки. Соответственно, во всех раздатках ВЦД вот он, этот канал, переходит вот сюда между двух сальников. Эти два сальника отделяют как раз типы масла, которые в дифференциале и коробочное. Вот с этой стороны видно два ряда сальников. И, соответственно, этот канал находится во всех раздатках. Он проходит через весь корпус крышки. Вот он. И вот это кольцо, если забыть поставить, то раздатка потечет. Также выход этого канала на другой стороне, где стык коробки передач и раздатки, тоже здесь стоит уплотнительное кольцо. Если его забыть поставить, то, соответственно, будет подтеки масла. Масло, которое приходит из коробки передач, смазывает передний дифференциал, находящийся в трансфере, и, соответственно, это масло АТФ для автоматических коробок передач и масло к спецификации GL4 для механических коробок передач. Ну, кстати, с этим связан один нюанс, когда ставятся блокировки, точнее, блокировки стоят на всех раздатках с механическими коробками передач. Видимо, в какой-то мере это связано с типом масла. То есть эти блокировки должны работать в масле трансмиссионном, а не в АТФ. Третье масло, которое добавляется в раздатку, находится в блоке управления АЦД. Это гидравлика, которая подается на работу насоса компрессора, который сжимает фрикционы. Это тоже АТФ-ка. Она проходит по магистрали заднего насоса АЦД. Соответственно, также не пересекается ни с одним из двух предыдущих масел. То есть, в принципе, в раздатке АЦД 3 масла. Поэтому важно следить за состоянием всех сальников внутри трансфера, иначе будет перемешивание этих масел, что не приведет ни к чему хорошему впоследствии. Итак, как это все работает? В старых DSM-коробках у нас стоит межосевой дифференциал, блокировка межосевого дифференциала вискомуфта и главная пара, выходящая на передний дифференциал, который также установлен в коробке. Соответственно, все это хозяйство крутится двумя первичным и вторичным валом, и на выходе имеем такую конструкцию. Здесь промвал проходит насквозь всю коробку из вискомуфты. Он приходит в раздатку, соответственно, садится вот на эти шлицы. Это отдельный промвал, который стоит из коробки только на раздатку, на угловой редуктор. Соответственно, вот вращение оси, она вращает как промвал, так и вращает дифференциал
передней оси. Ну и все это приводит к полному приводу. Вся та же ситуация происходит и в новых а-ля современных коробках. Только единственное, что теперь у нас межосевой дифференциал остался в коробке. На него садится дифференциал передних колес, соответственно, с корпусом дифференциала. И сверху у нас все это дело блокируется, например, вискомуфтой. Сюда вставляются как промвалы до дифференциала. Ну и также вращение межосевого дифференциала приводит к вращению. Из межосевого дифференциала выходит пара шлицов. Это пара, одна приходит на одну сторону на вискомуфту, вторая приходит на корпус переднего дифференциала. И, соответственно, представляет собой две оси, переднюю и заднюю. Соответственно, вискомуфта их блокирует между собой и позволяет заблокировать межосевой дифференциал. Вот, видно сейчас вращение в разные стороны идет у этого открытого дифференциала. На корпусе этого переднего дифференциала, соответственно, стоит гипоидная пара, которая передает момент на хвостовик и уходит на кардан, на задний редуктор, на задние колеса. Вот такая вот система полного привода в разрезе. В DSM-раздатках главная пара, финальная пара разная бывает, и соотношение этого передаточного числа между ведущей и ведомой шестеренкой, оно задает соотношение заднего редуктора в полном приводе DSM коробок. Что же ломается в этих узлах трансмиссии? Прежде всего, из-за обилия шлицевых соединений, конечно же, страдают шлицы. Притом как в гипоидной паре, так и посадочные шлицы всех соединений на коробку, дифференциалов и тому подобное. Важным компонентом надежности этого узла является, конечно же, масло. Отсутствие масла приводит к разрушению всех внутренних узлов этого механизма. Ну вот, к примеру, классический вариант повреждения раздатки. Это слизанная напрочь гипоидная пара. Повреждены все шлицы, они просто слизаны, их нет. Также разрушаются опорные подшипники, также разрушаются корпуса раздаток. О том же, как правильно ремонтировать эти узлы, смотрите на канале моих друзей Extreme Garage. Самая подробная информация о ремонте трансмиссий, раздаток, коробок передач, автоматических коробок передач, вариаторов, всего такого, что только возможно, притом различных марок. Mitsubishi, Subaru, Hyundai и многих других. Переходите по ссылке в описании и увидите этот крутой канал. Но среди всего многообразия этих раздаток, их начинок, конечно же, самым главным вопросом, что куда подходит, что можно переставить. Существует очень много версий, даже в рамках одной и той же модели, версии для механической коробки передач, автоматической коробки передач с блокировками, без блокировок, АЦД, вискомуфта. И вот все эти варианты дают, а также универсальность производителя дают какие-то варианты в выборе возможных сочленений этих узлов и их частей. Соответственно, в выборе подходящих при свапе параметров. То есть, например, очень часто бывает в моей практике на канале очень много видосов про эклипсы, и вот на старые эклипсы мы ставим новые моторы с новыми коробками, ну а, соответственно, расположение всех узлов, таких как подрамник, не позволяет поставить раздатки от этих коробок, и мы ставим раздатки от других моделей, соответственно, с другим расположением хвостовика. И хочется переставить блокировку, хочется переставить АЦД, сделать какие-то другие параметры. И все это приводит вот как раз к этому конструктору, к этому даже больше тетрису, наверное. Так что же, откуда и куда подходит? Я надеюсь, что я сейчас дам какую-то полезную для вас информацию, так что не забывайте и подписывайтесь на канал. Если у вас есть дополнить чем эту информацию, то, соответственно, пишите в комментариях, я добавлю исправленную версию с вашими домыслами, вашими предложениями и, соответственно, допишу изначально их в закрепленный комментарий в описании под видео, чтобы была полная информация.
Итак, Diamant RVR, Galant VR4, он же Legnum, и EVO с 4 по 6 имеют практически одинаковую раздатку. Это раздатка с нижним расположением хвостовика, и внутренности у нее абсолютно одинаковые. У них одинаковые передаточные числа, одинаковое устройство по размерам, по всему, по посадочным местам. И отличие только в Atmo-версии, которая несовместима ни с чем. Она имеет меньше дифференциала, соответственно, другие посадочные места и меньшие шлицы дифференциала. И меньшую мискомуфту. В рамках всех остальных компонентов они переставляются. То есть все, что стоит в RVR, в VR4, в Legnum EVO 4.6, можно переставить внутри безболезненно. Так же, как и блокировка от 6-го Evolution, это червячная блокировка заводская, она также переставляется во все эти трансферы без какой-либо переделки. Раздатки от EVO 7-9 и раздатки от AirTrack, они также имеют одинаковые внутренние параметры по посадке и одинаковые дифференциалы. Единственное отличие этих раздаток в гипоидной паре. Соответственно, у EVO это мощная ведущая шестерня с передаточным числом 3307, у AirTrack она 3312. В принципе, ее в народе называют пластилиновой, потому что большие мощности она не переваривает. Также у EVO есть тоже червячная блокировка, как и у EVO 6, у EVO 9. И у EVO есть ACD, активный дифференциал, который, в принципе, тоже можно переставить в корпус AirTrack, что один, что другой, безболезненно, без каких-либо переделок. То есть блокировка от EVO встает в корпус AirTrack как родная, без всяких переделок. Единственная разница в внутренних корпусах дифференциалов – это в высоте шлицов, которые заходят в коробку. На версиях с автоматической коробкой передач эти шлицы короче, чем на механике. И, соответственно, чтобы установить раздатку от механики, либо раздатку от предыдущих поколений с длинными шлицами, типа VR4, на коробку автомат типа AirTrack, либо GTA, эти шлицы надо укоротить, ну, либо поменять корпус вот этого дифференциала, внутренний корпус, на котором держится гипоидная пара, ведущая шестеренка. В остальном это все одинаковое. Также различия в дифференциале есть у диамантового RVR, видимо, тоже связаны с коробкой передач, и у VR4. У VR4 длинные шлицы, у диаманта RVR короткие шлицы. Ну, кстати, чтобы уменьшить этот посадочных шлицов, я, не разбирая раздатки, срезаю болгаркой 5 мм, и, соответственно, они становятся одинаковыми. Раздатка Endeavor и AirTrack имеют также одинаковое передаточное число 3312, но в Endeavor низкая вискомуфта и, соответственно, более длинный приводной вал, привод, шрус. Соответственно, впрямую раздатку от AirTrack поставить туда нельзя, хотя при небольшом колдовстве с приводами можно. Передаточное число у них одинаковое, вискомуфта на AirTrack даже мощнее. Но, в принципе, атмосферная версия Galant содержит такую же вискомуфту, как на Endeavor. Единственная разница в посадочном месте этой вискомуфты, то есть вот в посадке самого дифференциала. С Atmo-версии дифференциал в Endeavor'овскую вискомуфту встанет, а наоборот нет, потому что вот он как раз зазор. У Endeavor корпус дифференциала, внутренний корпус обоймы дифференциала, он больше по диаметру, чем у Atmo, ну а сама вискомуфта одинаковая по размерам и по высоте. Я думаю, у атмосферного AirTrack схожая с Endeavor вискомуфта, но, честно говоря, не проверял. У кого есть такие данные, напишите. Но очень часто бывает так, что есть раздатка от AirTrack, есть блокировка от EVO 6, есть машина вообще какой-нибудь Galant VR4, соответственно, это надо все соединить. То есть те вещи, которые, в принципе, не совместимы в рамках одного принципа построения этой раздатки. Что же можно здесь переставить и в какую сторону это работает? Прежде всего, на корпус дифференциала от EVO 6 VR4 RVR, ну, от EVO 4.6, можно одеть ведущую шестерню от EVO 7.9. Она сюда встанет и прикрутится. Но, соответственно, будет зазор
в 2 мм, в отличие от оригинала. Вот. В корпус оригинального EVO все входит плотненько, с небольшим зазором. Ведущую шестерню от EVO 6 и от VR4 нельзя поставить на корпус дифференциала от EVO 9. Она просто туда не войдет из-за разницы диаметров. В принципе, посадить ее туда можно, если выфрезеровать другую плоскость посадки. Соответственно, тогда сядет эта пара на корпус EVO 9. Это важно при установке ACD в корпус VR4 или первых Evolution 4-9. Соответственно, чтобы поставить ACD, у него вот такой корпус дифференциала переднего, более короткий, потому что у него дальше начинается блок ACD. Сюда ставится блок ACD. Дальше. Сторона вискомуфты. EVO 4.6, EVO 9. Сами дифференциалы отличаются по своему корпусу. На EVO 9 он более массивный, имеет больше диаметр. Соответственно, внутри посадочные диаметры у них также разные. EVO 6 можно вставить в вискомуфту EVO 9, а EVO 9 в вискомуфту EVO 6 вставить нельзя. Опять-таки разная проточка под посадку корпуса дифференциала передней оси. И, соответственно, если блокировку EVO 6 вдруг надо поставить в корпус дифференциала, например, AirTrack или EVO 9, 7.9, соответственно, можно сделать вкладыш подшипник скольжения другого диаметра, либо сделать проставочное кольцо и переход на подшипник такой, как стоит в EVO 4.6, и, соответственно, дифференциал от 4.6 встанет нормально. Он и так будет работать, но, соответственно, как бы упора подшипника и посадки не будет, и будет очень быстро разбиваться вискомуфта. Соответственно, чтобы поставить, к примеру, ACD в корпус VR4 раздатки или EVO 4.6, надо будет переставить все внутренности раздатки EVO 9 с ACD и проточить ведущую шестерню, чтобы посадить ее на корпус дифференциала. Тогда мы сохраним передачное число, мы сохраним расположение гипоидной пары в раздатке, потому что у нее нижнее расположение хвостовика, в отличие от EVO с ACD, и, соответственно, ACD можно будет впихнуть, именно механически, дальше уже схема подключения электрическая. Следующее, чтобы переставить ACD в корпус AirTrack, к примеру, переделывать ничего вообще не надо, все внутренности из 9 можно переставить в корпус AirTrack. Плюс, соответственно, конечно же, в раздатке AirTrack также переставляется гипоидная пара, точнее, ведущая шестерня, потому что передаточное число в раздатке AirTrack свое и по шлицам несовместимое с EVO 7.9. Соответственно, если взять корпус EVO 9 раздатки, который был сделан под ACD, можно его закрыть также другой крышкой, например, от AirTrack. При этом совпадут все посадочные отверстия, всеми болтами закрутится и прикрутится крышкой. Получится на корпусе от раздатки ACD, которая была, станет корпус с вискомуфтой и крышкой от вискомуфты. Соответственно, будет новая раздатка, такая же, как она стоит на 8-м Evolution в американских версиях. На корпус от 9-го Evolution можно поставить и крышку от 6-го Evolution. При этом не совпадут только два от крепежных отверстия, все остальные совпадут. То есть такой вариант, как временное решение, вполне возможен и вполне рабочий. Тоже для раздатки с вискомуфтой в корпусе 9-го Evolution, и AirTrack тоже, если вдруг по каким-то причинам нет крышки от AirTrack или родной от Evolution. Соответственно, шестую крышку можно использовать, но без двух креплений. Все абсолютно так же действует и в обратную сторону. То есть раздатка EVO 4.6, она же VR4, она же RVR, со своей родной крышкой, которая ставится на все крепежные болты. На нее можно поставить крышку ACD. Соответственно, когда мы ставим крышку ACD, у нас не совпадает
один болт крепления, но в принципе здесь существует решение сделать болт сюда и, соответственно, небольшую какую-то крепежную скобу, которая его зафиксирует. То есть, в принципе, зафиксирует в результате также на все болты. Это для решения АЦД на старых предыдущих раздатках с нижним расположением хвостовика. И, соответственно, крышка от AirTrack, ну, EVO 7.9, при установке на EVO 4.6 и VR4 также не совпадает по двум крепежным болтам. Ну, тоже в редких ситуациях можно ее поставить без двух болтов, как временное решение. Ну и теперь немножко пройдемся по извращениям. А именно, бывает задача, когда надо сделать из полного привода либо передний привод, либо задний привод. Соответственно, для решения этой задачи необходимо заблокировать межосевой дифференциал полностью. То есть не давать ему вращаться, а заставить вращаться передние и задние оси одновременно. Этим занимаются блокировки дифференциалов, но они не могут выдержать нагрузки, если отключить одну ось. Точнее, они могут ее выдержать, но недолго. Соответственно, что вискомуфта рано или поздно порвется, что АЦД рано или поздно сотрется. Соответственно, надо это все заблокировать жестко. В старых DSM раздатках дифференциал у нас, соответственно, находится в коробке, и вискомуфта в коробке, и для того, чтобы заблокировать привод на постоянный передний или на постоянный задний, надо все равно открывать коробку. И проще всего, конечно, заблокировать сам дифференциал, заварить его или там какую-то вставку сделать в дифференциал. Хотя, если не лезть далеко, потому что вискомуфта находится в пятой передаче, для этого не надо снимать всю коробку, можно снять только крышку коробки, можно заблокировать саму вискомуфту, то есть ее тоже разобрав, заварив или залить каким-нибудь его клеем-герметиком, что трудно представим как, проще, наверное, выточить соответствующий такой же блок посадки, как у вискомуфты, из двух пар шлицов, который будет заварен, заблокирован изначально уже токарем. Для всех остальных раздаток, такие как EVO 4, 6, 7, 9 и все остальные, которые я перечислял, AirTrack, RVR, Diamant, Galant, VR4 и Eclipse, что угодно. Кстати, на Eclipse нет полного привода. Для них, чтобы заблокировать межосевой дифференциал, соответственно, либо надо разбирать коробку, что тоже не очень бы хотелось, и, соответственно, другой вариант – это заблокировать его через раздатку, то есть через родную блокировку. Также либо заклеить, либо заварить, либо каким-то образом выточить что-то вместо вискомуфты, но вискомуфта в раздатках 7.9, соответственно, является корпусом крепления всего этого внутреннего узла, поэтому если ее разрезать, эту вискомуфту от 7.9, то получится вот такой вот блок. Внутри, соответственно, у него шлицевая часть, ставятся пакеты фрикционов, которые находятся в геле. То есть вискомуфта выглядит внутри вот так. И, соответственно, надо заблокировать шлицы, которые входят во внутренний пакет фрикционов и внешний пакет фрикционов, который прицеплен к корпусу этой вискомуфты. Но, учитывая, что она, опять повторяюсь, является частью внутренней конструкции, то ее надо заварить и разрезать крайне точно. Соответственно, что в бытовых условиях довольно проблематично. Соответственно, единственным вариантом, как заблокировать все это дело, является такой вариант. К корпусу вискомуфты приварить передний дифференциал. То есть вот в этом месте, где у нас сочленяется дифференциал с корпусом вискомуфты, на сварку посадить это все намертво. Проблема в том, что здесь алюминиевое кольцо, вставка, но его при сварке можно будет удалить. И вообще сварка, конечно, не является таким здесь крепким инструментом в каленых деталях, но о том, как это все работает, можно посмотреть либо в фильме «Форсаж», где Элик дрифтил на заднем приводе, либо у меня на канале, где мой Eclipse тоже скоро поедет также. Вся представленная здесь информация – это лишь мое личное мнение, это мое представление о данном узле, и, конечно же, оно может не являться объективным. Если вам есть что добавить, скорректировать, уточнить или, наоборот, опровергнуть какие-то части этой информации, напишите обязательно в комментариях. Я все исправления к этому видео оставлю в закрепленном комментарии и в описании под видео, для того, чтобы информация была максимально объективная. Также
По результатам всего этого я выпущу дополнение, обновленную версию этого видео или дополнительную версию этого видео, опять-таки для того, чтобы максимально собрать всю информацию в корректном режиме. Так что подписывайтесь на канал. Внизу в описании я также укажу номера каких-то запчастей, которые известны при переборке раздатки, такие как сальники, пыльники и подшипники, хотя эти узлы очень сильно обделены каталогом на предмет запчастей. Также, если вам была полезна вся эта информация и вы хотите новую информацию в таком же плане, в таком же стиле, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про раздел для спонсоров. Он является поддержкой для канала, он является финансовой поддержкой для канала. Там совсем копейки, но в сумме можно как бы набрать деньги для поддержания канала и выхода новых видео, потому что приобретение каких-то узлов требует денег. Ну а на этом-то все. Всем удачи, всем пока.